Друзья, доброе утро! Приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие события, новости, а также какие предполагаются движения по акциям, по котировкам, по ключевым активам: нефть, золото, доллар. В плане статистики сегодня очень тихий, очень спокойный день. Вообще практически ничего нету. Китай сегодня открылся и торгуется в небольшом минусе. Завтра решение Центробанка Китая по поводу ключевой ставки, видимо, они разгоняют аппетит перед решением Центробанка китайского. Так, ну конечно, с повестки дня не сходит то, что ОПЕК плюс вроде как договорился, пошли в некотором аспекте навстречу Объединенным Арабским Эмиратам. С августа будет наращивание на 400 тысяч баррелей в сутки добычи. Здесь ситуация следующая. Я думаю, то, что они достигли договоренности на нефть, это в моменте негативно повлияет на цены, но в дальнейшем все в руках восстановления мировой экономики и что будет со спросом на нефть. Если спрос на нефть будет продолжать расти быстрее предложения, то вот это изменение, довнесение, которое они сделали, оно практически никак не повлияет на цены на нефть. Ну, не будут они очень бойко расти, останутся на текущих значениях. В том случае, если осенью из-за инфляции наступает охлаждение, то, соответственно, данное увеличение добычи, оно может в значительной степени подрезать цены на нефть, ну и свозить их куда-нибудь вниз. Говорить о том, какой будет осенью коррекционный откат на цены на нефть, я думаю, пока преждевременно. Там еще фактор ураганов Соединенных Штатов. Непонятно, что и как будет с инфляцией, как она отразится на финансовом фондовом рынке. Поэтому давайте здесь не будем заглядывать, сколько она будет стоить, там 40, минус 20, 30. Это все гадание на кофейной гуще. Осенью будет видно, когда дым рассеется и многие обстоятельства выйдут наружу в таком виде, в котором уже можно будет понять, что происходит. Так, друзья, переходя от Китая к ценам на нефть, да, из-за того, что ОПЕК достиг договоренности, есть определенное давление, но у нас есть уровень 72 по Бренту, который пока не пробивается, будет идти консолидация в диапазоне 72-74. Пока длится летний период, достаточно высокий, хороший спрос на нефть, из-за того, что Америка села на колеса. И поэтому здесь, я думаю, фактор высокого потребления нефтепродуктов, бензина, дизеля будет существенным подспорьем для того, чтобы цены на нефть вниз никуда не ушли. Да, здесь пошли разворотные формации на недельном графике, но я думаю, до конца лета, ну, по крайней мере, до середины августа, здесь, скорее всего, особого негатива не произойдет. Так, ну от недельки, переходя к дневному таймфрейму, тестирование 72. Но опять же, как вы видите, приход на 72 приводит к тому, что нефть начинает выкупать, и ниже 72 идти пока не дают. Ну, как раз вот в ближайшие эту неделю, следующую неделю определиться, будет не будет пробой 72. Пока все факторы указывают на то, что 74 пробили, но 72, скорее всего, сдержит снижение. И, соответственно, здесь будет попытка консолидации и отскока на 74. Так, друзья, ну вот переходя на часовой таймфрейм, собственно говоря, мы здесь с вами видим, что даже не дали потестировать 72, уже от более высоких значений пошел выкуп. На текущий момент коррекционный отскок. Цель этого отскока сейчас движение вот сюда вот на 73,7. Соответственно, отскок захлебывается, если будет коррекционный откат с пробитием 72.15, 72.2. В этой ситуации идет более глубокое тестирование 72 на пробой. И, соответственно, здесь тогда в первой половине дня, в течение сегодняшнего дня, возможно, отскока на 73,7 не произойдет. Но пока больше факторов свидетельствует в пользу отскока. Так, друзья, далее золото. По сотам там все очень хорошо было. Ну, смотрите, часовой таймфрейм. Конечно, открытие не привело к бурному росту, на что указывают соты. Но смотрите, здесь сейчас идет движение наверх. Цель на сегодня отскока наверх — это тестирование 1827-1830. Ну, для начала должно быть пробитие
1820-1821, вот здесь вот этого значения, этого уровня. Соответственно, вот это движение успешно разворачивается, если не будет повторного коррекционного отката и пробития 1807. 1807, если удерживаем, то все отлично. Движение наверх по золоту сегодня в первой половине дня, ну, по крайней мере, до 16:00. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, это SFD на фьючерс. Вот здесь на самом деле тенденция очень тревожная. Как вы видите, уже несколько дней идет тренд на снижение, локальный пока. Сегодня вот это открытие, оно несколько напрягает, потому что здесь пробили уровни, которые держали, внутренние уровни. И, соответственно, теперь на текущий момент вполне может быть тестирование 4280, 4280, 4250. Вот диапазончик находится. В случае пробития этого диапазона он может очень сильно и очень существенно провалиться. Пошли прогнозы о том, что рынок рухнет, все пропало, в августе точно все упадет. Ну, август месяц такой, очень непредсказуемый. Но я думаю, все-таки было бы логично дотянуть до конца третьего квартала. А там уже горит все оно синим огнем. Так, но здесь вот если на часовик переходить, тут произошел коррекционный отскок. Как раз видите уровень 4300. Круглые ровные числа, они часто служат преградой на пути провала или на пути роста. И вот здесь у нас сформировался коррекционный отскок. Опять же, есть диапазон 4208-4250 из 30 пунктов. Если этот диапазон не пробивается сегодня в течение дня, то у нас действительно здесь коррекционный отскок. И отсюда цель, ближайшее движение, находится в районе 4365-4370. То, что такое движение было негатив для российского рынка, вообще для всех площадок. Но после того, как отлили, его сейчас пытаются выкупить, по крайней мере, на SFD по фьючерсу. Это SFD на фьючерс. И, соответственно, здесь до 12 часов, до часу по Москве должно быть ну, какое-то более или менее восстановление, хотя бы на 4360. Потому как если его не происходит, то весьма вероятно к американской торговой сессии вся эта конструкция завалит и все-таки пробьет 4280-4250. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, российский дневной таймфрейм, сентябрьский фьючерс Рио. Но смотрите, нефть ушла вниз, Америка прям на открытии SFD, ну не открытие не Америки, а имеется в виду открытие новой недели. SFD на фьючерс S&P сыпанулся, поэтому, собственно говоря, по фьючерсу РТС развивается сейчас движение, цель его 155 тысяч, вот куда-то сюда он будет. Сейчас, если не удержит вот этот диапазон, он пойдет на 155. Так, давайте с девочки на 4-часовик перейдем. Есть вот еще одна точка 157 700 волшебная, которая может остановить вот это падение. Вот. Но если она будет пробита, просто проколота, то отсюда весьма вероятно следующая точка остановки будет 155 тысяч. Пока что идет движение вниз, никаких сдерживающих факторов нет, разворотных формаций. Просто ответственно падает. Ну и мои ожидания следующие. В течение ближайших часов, если здесь возникает пробой, то идем на 155. Если пробоя сейчас вот не происходит, то какое-то время здесь потолкаемся и произойдет коррекционный отскок, цель которого 159 350. Если закрепляемся на этом значении, отсюда пойдет дальнейшее движение вниз, дальнейшее движение вверх. Вообще в идеале, если ситуация закрепляется, то отскочить он должен в район 162-250, вот сюда вот, к этим значениям. Но если здесь мы проскакиваем сейчас, если не будет ни проторговки, ни разворотной формации, то уже сегодня весьма вероятно 155 тысяч и ниже. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну смотрите, здесь, конечно, у нас на этой неделе подспорье, потому что идут крупные выплаты рублевых налогов. Но уже сегодня с утра мы прямо отметили, потрогали вот эту верхнюю границу 74,5. Пока что пробой не было, откатили. Что могу сказать? Особо здесь, с учетом того, что утро раздачи не было, того, что набрано внизу,
Поэтому открываются перспективы для дальнейшего движения 74, 75, потом 75. Но смотрите, здесь ситуация, я думаю, таким образом сейчас будет развиваться. У нас есть волшебный уровень 74,1. Вот здесь он находится. На самом деле он 74,08, но по сути это диапазон 74,08, 74,15. Вот эта вот прослоечка. Соответственно, если мы в течение часа-двух не возвращаемся в этот диапазон, то весьма вероятно, что к обеду будет движение наверх на укрепление доллара, и цель этого движения будет тестирование на прочность уровня 74,5. 74,5 если пробиваем, то уже сегодня возможно будет движение на 74,75, 75. Если сейчас будет затяжка вот в этот диапазон, не пойдет дальнейший рост вот этот, то соответственно мы на сегодня получим проторговочку рубль-доллар в диапазоне 74,3, 74. То есть вернется он вот сюда, вот затянется. Но то, что по нефти и по S&P в совокупности отрицательное движение, это дает дополнительный импульс и возможность сегодня повторить вот этот шип, его окончание, и сходить в том числе повыше 74,5, 74, 75. Поэтому здесь, я думаю, на текущий момент больше вероятность того, что будет развиваться движение наверх, но при условии того, если он не увязнет в диапазоне 74,15, 74,08. Вот здесь вот. Если здесь он сейчас откатывается, начинает торговаться в этом диапазоне, то скорее всего мы увидим, ну как минимум, короткое движение на укрепление рубля, и цель этого укрепления будет тестирование 73,95, вот этой галочки. Какие предпосылки для такого движения? Это позиции юриков на форсе. Так, друзья, далее рубль-евро, евро-рубль tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь у нас ситуация не такая бойкая, как рубль-доллар. Ну и здесь все проще, с гэпом мы открылись, и дальше рубль начал пытаться укрепляться. Если на 5-минутке переходить, вот такая у нас красотища здесь возникла. Смотрите, мы находимся под влиянием двух ключевых факторов. Это нефть и S&P. Соответственно, если и то падает, то и евро, и доллар к рублю будут расти. И, соответственно, доллар будет делать это более энергично. То, что касается евро-рубля, есть уровень 87,55, 87,5, вот этот диапазон. Соответственно, если сейчас мы его пробиваем, увязаем в этом диапазоне, то у нас развивается укрепление рубля. Цель этого укрепления 87,36, 87,3. Такой сценарий с учетом движения евро-рубль не видится маловероятным. Здесь более вероятно сейчас дальнейшее движение наверх, на рост евро против рубля. Первая цель движения 87,75. Вот сюда вот. Так, друзья, ну в общем-то все. Это основные идеи, основные моменты. Ну не тройка, семерка, туз, это гораздо круче. S&P, доллар, евро, рубль, нефть, золото. Я думаю, этого достаточно для принятия ключевых решений. Если я успею, я запишу еще обзор по акциям. Спасибо за внимание, успешных торгов.